День добрый, всем привет, друзья, и привет с моего очередного мини-путешествия. И сегодня я приехала в Куяло-Поморское воеводство, и я приехала в город Быгдыш. Та-дам! Да, если вы хотите сегодня погулять со мной по городу Быдгощ, посмотреть, что это за город, чем он знаменит, то, конечно же, приглашаю. Но перед тем, как я начну свою прогулку, а вы начнете свой просмотр, проверь, подписан ты или нет. Если нет, обязательно подпишись, нажми на колокольчик и поддержите меня лайками. Ну что ж, начинаем. И не отходя далеко от вокзала, да, я своих традиций не изменяю, начинаю свои видео на фоне вокзала. Вокзал новенький, отреставрированный, кстати. Да, везде таблички, что реставрация прошла. Я иду сначала в старый город, ну а потом еще в одно место, чем очень знаменит Быгдыш. Когда-то Быгдыш был маленькой рыбацкой деревенькой, но со временем город развивался и быстро превратился в развивающий торговый город. В середине XIV века город населяли рыцари Тевтонского ордена. Всем нам знакомые рыцари Тевтонского ордена. Большую часть своего существования город находился под немецкой властью. Быгдыш можно считать довольно-таки крупным городом. В нем живет порядка 350 тысяч жителей. Чем особенно этот город, что город очень сильно развивается. Развивается не только с точки зрения экономического, но и с точки зрения культурной жизни. За моей спиной вы видите новую оперу. Здание очень впечатляет, очень большое здание, но что меня больше еще удивляет, это вот этот вид. В 2020 году город Быгдыш выиграл награду как лучший туристический город среди всех городов Европы. Кстати, в этом году этот конкурс выиграла Варшава. Чем еще выделяется Быгдыш? Это тем, что город занимает второе место среди городов Польши по зелени. То есть город очень зеленый. Тут сотни просто парков, очень много зон зеленых. Тут, как вы видите, каналы, речка. Второе место город удостоен. Ну, а как вы думаете, первое место у какого города Польши? Тррррын, барабанная дробь, и это Варшава. Люблю Варшаву. Но в Быгдыше, кроме огромного количества зелени, парков, есть что-то особенное. В Быгдыше находится дуб, которому 500 лет. Он растет в Быгдыше с 16 века, и он видел даже шведскую войну. В Быгдыше очень-очень ценят это дерево, и, конечно же, оно охраняется и городской властью, и вообще культурное наследие. Этот дуб считается как культурное наследие Польши. А вот тоже очень интересная фишка этого города. Как я говорю, каждый город имеет что-то свое, какие-то фишечки. И по всему городу разбросаны вот такие копии картин. Копии картин очень известного художника.
Оригинал картин, конечно же, тоже находится в Быдгоще, в музее имени Леона Вычулковского, и это именно его картина. Хотела я подняться на этот мост и посмотреть на мосту, как это все выглядит, но, к сожалению, мост то ли недостроен, то ли его перестраивают. Это уже остров, сюда так просто не попасть, надо искать следующий мост, но вон там он есть, и очень многолюдный. Но смотрите, сколько замочков. Своя традиция тоже тут есть. Это здание, это не какой-то замок, это почта. И раньше, да, это была королевская почта, которая была построена в первой половине 18 столетия. Следующий памятник, который мы можем встретить в городе, он находится не на дороге, не на тротуаре, не на какой-то площади. Он находится посередине реки. Памятник так и называется – проходящий через реку. Памятник, балансирующий через реку Брдо, весит буквально 50 килограмм. И автор Ежи Кендзера. И этот памятник здесь появился относительно не так уже и давно. Памятник здесь появился 1 мая 2004 года в честь вхождения Польши в Евросоюз. И не отходя далеко от памятника, который парит, нам открывается вид на очень интересный дом. Как вы думаете, что это за дом? Я вам немножечко подскажу. Этот дом, он находится на острове. Я еще на острове не была, поэтому об острове я вам расскажу чуть позже. Но этот дом самый старый дом, который находится на этом острове. Это старинное зернохранилище. Я тоже в шоке, что так может выглядеть зернохранилище. И когда-то эти здания использовались для хранения сельскохозяйственной продукции, еды раньше разной, которые как раз-таки перевозились через речку Брно. Говорят, что с развитием города каждый 10-й житель Быдгоща был каким-то торговцем, и у каждого 10-го жителя был свой собственный склад. И этот дом, то бишь зернохранилище, было построено в 1800 году. Сегодня там находится музей Быдгоща и разные выставочные залы. А тут у нас макет старого города давнего. И глядя на этот макет, мы можем увидеть некоторые здания, которые, к сожалению, не сохранились до сегодняшних дней. Это ратуша, это церковь иезуитов, это замок. Да, раньше в городе Быдгощ был свой замок. И это, к сожалению, городские ворота, которые тоже не сохранились. А тут у нас торговый зал. И, как написано в интернете, до сегодняшнего дня этот торговый зал работает. И построен он был в 1906 году. Вот, стиль неоготика. Ну что ж, друзья, сейчас я нахожусь на площади Рынок. И, как вы видите, посередине место пустое. Если вы вспомните макет, который я вам показывала, именно посередине должна была быть церковь иезуитов и ратуша. Сейчас место пустое, но на плитке специально обозначен контур, другой плиткой сделано, где раньше была именно ратуша и иезуитская площадь. Но ратуша, она как такова есть. Вон то здание, и сейчас мы туда ближе подойдем. За моей спиной вы видите здание, которое сейчас выполняет функцию ратуши. И раньше это здание использовалось для церковных нужд. Оно было построено иезуитами и предназначалось для обучения мальчиков. После ухода иезуитов из города в 1770 году колледж служил также для образования. Тут была школа. Так продолжалось до того момента, пока мэр не захотел это здание себе. Он выкупил это здание, и за счет бюджета города его было отреставрировано. На реставрацию было потрачено аж 122 тысячи в те времена ихних таких денежек.
Не знаю, к сожалению, сколько соотношением бы сейчас стоила эта реставрация, но такой себе палац. Еще чем интересна эта площадь? Тем, что через Быгдаш проходит 18-й меридиан восточной долготы. Меридиан проходит через центр, ну фактически через центр старого рынка. И этот меридиан соединяет Быгдаш с такими городами, как Стокгольм и Кейптаун. А тут у нас памятник Казимижа Вилкего. И король Казимиш Великий для многих польских городов отыграл очень важную роль. Он вообще для Польши отыгрывал очень важную роль. Но именно когда он был королем, пошел большой технический прогресс, и Польша начала развиваться, особенно архитектура. Король Казимиш Великий пришел к власти, когда Польша была деревянная, но оставил Польшу потом каменную. Именно если говорить про этот памятник, то этот памятник весит аж 3 тонны. Вот я так на него смотрю. Может, через телефон я тоже смотрю. Мне кажется, что не такой уже небольшой выглядит, но на самом деле он огромен. Если встать спиной так же, как стоит король, то за спиной короля и моих, как вы думаете, что это? Это огромнейший паркинг. Ну, просто так классно построен, что я не могла это не показать. Очень классно вписывается в городскую среду. Сколько тут? Раз, два, три, как будто 5 этажей паркинга огромного. Но выглядит это классно. А тут у нас остались кусочки городских стен. Если вы вернетесь в видео назад, там, где я показывала вам реконструкцию старого города, макет старого города, то как бы вот тут я стою еще не в городе, за этой стеной уже был бы город. Ну что ж, друзья, самое интересное я оставила на закуску. Если вы следите за моими видео с других городов Польши, кстати, если вы не видели, то ссылочка появится тут, обязательно посмотрите, познакомьтесь с другими городами Польши. Города не столь раскручены, не столь популярны, но действительно их стоит увидеть. Ссылочка появится тут и в описании. Так вот, если вы смотрели ролики с моих других городов в Польше, то я всегда самое такое интересненькое оставляю на закуску и иду туда в самый последний момент. Так вот, город Быдгощ не исключение. Я наконец-то пришла на остров Млынский, выспа Млынска. Этот остров в сердце города, зеленый островок в оживленном городе. Тут располагается парк, аллеи, лужайки, скамейки, вода. Как вы видите, все спокойно, все зелено. Почти все дома, которые находятся на этом острове, они исторические. Бывшие мельницы, бывшие склады, зернохранилища. Сейчас это все переделано под музеи, переделано под ресторанчики. Посмотрите просто, какая тут чистейшая вода. Я еще никогда не видела такие каналы, чтобы была вода настолько чистая. Я тут так присела на минутку, но сижу уже тут где-то минут 20, потому что действительно атмосфера не передавать словами. Это действительно как бы рай посередине города. И сидя здесь на острове, тут я хочу вам еще рассказать легенду города Быдгощ. Какое же мое видео может быть, если я не расскажу вам легенду этого города? Легенда этого города очень необычная, так как и необычен сам город. Тут никто не засыпал на поляне, ни за кем не охотились, а просто это история о двух братьях. Они шли с юга в сторону моря. Братьев звали Быд и Гост. Они миновали луга, озера, леса, ходили холмами, долинами, болотами. Им казалось, что их путешествие бесконечно. Буд искал густые леса, чтобы можно было легко добыть материал для
строительство поселения, а Гост, в свою очередь, искал реку, богатую рыбой и достаточно большую, чтобы защитить город от врагов. Через много дней они наконец-то пришли в точку, в которой я, наверное, сейчас нахожусь. Они наконец-то нашли хорошее место, где было очень много лесов густых и где была речка. Речка, кстати, называется Брда. И братья решили здесь остаться. Место было очень удобно, потому что оно было на пересечении дорог, плюс речка, плюс озера, плюс леса. Звезды сошлись, все сошлось, и братья решили основать именно в этом месте город. Но название города они долго не выбирали, они решили соединить свои имена. И поэтому у нас получилось Быдгощ. Ой, правда. Ну что ж, ребят, буду я прощаться с этим городом. За моей спиной старая мельница. Я все так же нахожусь на острове Млынским, выспе Млынской. Просто завораживающий вид. И как тут прощаться? Как? Честно говоря, я в восторге от этого города. Быдгощ очень красивый. Очень. И мне нравится, как он современно сейчас выглядит. Все плиточки, набережные сделаны, подъезды сделаны. Какая-то такая, смотрите, классная площадка сделана фактически над водой. И тут коротко написана история города. Классно, очень классная инициатива. Видно, что город современный, город старается быть в этом темпе изменений, и это супер. Плюс город действительно очень красивый, исторически красивый, очень красивая тут природа. Я без ума, просто без ума от этого города. Ребята, если вы не были еще в Быдгоще, обязательно приезжайте сюда. Море ощущений, погода как раз лето. Если у вас будет больше дней, конечно же, можете взять еще экскурсии на лодках, поплавать на катамаранах, на каяках. Обалдеть. Я очень рада, что я сюда приехала. Очень рада. Прощаюсь с этим городом. Спасибо, что вы это видео посмотрели до конца. Я надеюсь, что Быдгощ вам тоже понравился. Если вы тут бывали, может, вы тут живете, то пишите в комментариях. Я вам помашу ручкой и поздороваюсь. Но всех приглашаю в этот город. Всех приглашаю в Быдгощ. Быдгощ прекрасен. Пока!